Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Добро пожаловать в штат Шоумен. Дополнение Миссури все еще находится в стадии разработки для American Truck Simulator. Но у нас есть еще один предварительный просмотр того, что как будет выглядеть штат для нашего Best Tour Covers. На этот раз мы хотели показать вам прекрасную природу и ландшафт, по которому вы будете перевозить свой груз. От скалистых холмов гор Озарк до холмистых великих равнин штата предлагает множество потрясающих пейзажей. Вы столкнетесь с Озарками, проезжая по южной части Миссури, хотя это гористая местность известна своими глубокими долинами, честными ручьями, живописными холмами, почти доходит до города Колумбия или Сент-Луис, расположен ближе к центру штата. В южной части штата также находится национальный заповедник Марка Твена, названный в честь известного писателя, родившегося в Миссури. Вся восточная граница штата Шоуме проходит по реке Миссисипи, второй по длине реки в Северной Америке. Он отделяет Миссури от трех штатов, в основном Иллинойса, но на коротком участке юго-восточной границы, также от Кентукки и Теннесси. Еще один важным водным путем является река Миссури, которая соединяет запад и восток штата, протекает через Канзас-Сити и Сент-Луис. На севере и западе Миссури есть холмистые прерии и глубокопастбищные угодья. Поскольку они являются частью более крупного региона Великих Равнин, этот район является почти прямой противоположностью южному горному ландшафту с пышными дубовыми гиккериевыми лесами. Но еще не все. Миссури может похвастаться множеством других красивых природных зон, таких как государственный парк Хахатонка, государственный парк Элевет Рокс и государственный парк Роринг Ривер. Путешествуя по автомагистралям и закоулкам штата, вы обнаружите, как много он может предложить. Мы надеемся, что вам понравится этот предварительный просмотр красивых и мирных пейзажей Миссури. Мы, конечно же, не можем дождаться, чтобы исследовать их после выхода DLC. Если вы хотите показать нам, что вы также с нетерпением ждете трек сегодня дополнение к карте, не забудьте добавить ее в список пожеланий Steam. Не забывайте подписываться на нас в Twitter, Instagram, Facebook и YouTube, чтобы не пропускать ни одной новости American Truck Simulator. Ссылка на данный DLC находится в описании данного видеоролика. Мы очень рады поделиться с вами специальным эпизодом Mississippi Road, который подтверждает, какой автомобиль был замечен в нашем недавнем блоге нового грузовика, замеченный VTS-2. Как многие из вас правильно догадались, мы рады сообщить, что первый полностью электрический грузовик Scania появится в Euro Truck Simulator 2. В этом эпизоде мы возвращаемся в Швецию, чтобы показать вам, как наша команда собирает важные справочные материалы и как мы записываем аудио для нового грузовика. Все это происходило в знаменитом демонстрационном центре Scania, расположенном в Созертиле. Мы хотели бы выразить нашу благодарность всем сотрудникам Scania, которые сделали возможно эту поездку и проект. Мы с нетерпением ждем возможность поделиться конечными результатами в будущем. Ссылочка на данный видеоролик расположена в правом верхнем углу экрана. Как и в предыдущем дополнении к электромобилю Scania S на батарейках будет доступен только в разделах быстрых заданий, поскольку мы продолжаем работать над внесением изменений во внутренний мир для полной поддержки электромобилей. Мы надеемся, что вам понравится просмотр этого специального эпизода за кулисами. Мы с нетерпением ждем выпуск новых серий в ближайшем будущем. Обязательно следите за нами на Twitter, Facebook, Instagram и YouTube, чтобы получить уведомления обо всех последних новостях и релизах. А пока увидимся на дорогах. Добро пожаловать в город Митилинни, где гармоничное сочетание природной красоты и городских шарма ждет каждого посетителя. Сегодня мы рады рассказать вам больше об этом городе, в котором дополнительные обочки смогут отправиться в нашем потрясающем дополнении Греции для Euro Truck Simulator 2. Как один из старейших городов Греции, построенных в античные времена, вы найдете здесь много интересного, от береговой линии до архитектурных зданий, многие из которых отражают его разнообразную историю, включая сочетание неклассических зданий, византийских церквей и особняков османской эпохи. Наша команда с высокой точностью воспроизвела центр города, расположенный на набережной, включая узкие дороги и множество ресторанов, баров, отелей, которые там расположены. Игроки также смогут увидеть некоторые известные достопримечательности во время своего путешествия, такие как муниципальный театр Руссело или греческая православная церковь Святого Тирапона. Водители смогут найти предприятия для доставки товаров не только в городе, но и за его пределами. Путешествуя по Греции, вы не обнаружите недостатков в трудовых контрактах, от небольших местных предприятий до крупных коммерческих компаний. Мы с нетерпением ждем возможность показать больше городов отрасли промышленности не только в нашем предстоящем дополнении Греции для Euro Truck Simulator 2. Если вам нравится
То, что вы видите, обязательно добавьте Грецию в свой список пожеланий Steam, так как действительно поддерживаете нас и наши будущие релизы. Мы благодарим вас за поддержку, до следующего раза продолжайте в том же духе. Ссылочка на Грецию будет в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. С обновлением 1.50 для American Truck Simulator мы добавили Interior Halt LT и Interior Lost Star. Теперь по прошествию нескольких недель мы представим вам интервью с Энди, нашим дизайнером 3D-графики, который был главным автором моего замечательного редизайна. Для Interior LT мы добавили новые функции настраиваемой опции к идеальным деталям грузовика, а также скорректировали и отполировали некоторые старые детали, переработали базовую геометрию грузовика. Самым крупным обновлением стало добавление интегрированной силовой установки S13, которая включает в себя новый двигатель трансмиссию T14 и новый аксессуар, такие как новый удлинительный обтекатель для шасси, бамперы и решетки радиатора, обтекатель воздушного потока, датчики слепых зон и совершенно новые укороченные шасси дневной кабины. Оба грузовика также подверглись полному ремонту салона с обновлением, текстурками и материалами отделки, новые настраиваемые внутренние шкафы и функциональные салона. Изначально задача заключалась в рестайлинге LT с обновлением S13 новыми внешними аксессуарами и опциями двигателя. Однако в процессе подготовки к производству мы оказались недовольны общим качеством модели, особенно по сравнению с текущими стандартами производства грузовиков. Особенно не хватало интерьера, поэтому мы решили потратить больше времени на LT и Lone Star, что означает переделку частей интерьера и экстерьера, а также созданием совершенно новых текстур, говорит Энди. Редизайн этих двух грузовиков был в основном индивидуальным проектом Энди, хотя, по его словам, он пользовался поддержкой своих коллег. Я отвечаю за моделирование новых деталей, их текстирование и интеграцию всего в наш игровой движок. Оскар помог нам получить справочные данные в виде файлов SAT. Марк помог мне перепроверить параметры аксессуаров, а наш отдел контроля качества позаботился о том, чтобы все было готово к выпуску. На протяжении всего проекта мне помогал руководитель моей команды Джарда. Он курировал его и при необходимости предоставлял обратную связь. Нам также оказал некоторую помощь на наш отдел покраски, который пришлось реэкспортировать старую покраску, чтобы соответствовать обновлению внедорожников после рестайлинга, а также выполнить новую индивидуальную покраску для комплекта S13. Детали делится с нами Энди. Проект стартовал в апреле 2023 года и был завершен зимой, затем выпущен с обновлением 1.50 в мае. Это разработки игры, поэтому следует ожидать препятствий или проблемы. Летом проект был приостановлен, потому что нам не хватало некоторых важных справочных данных. Но в целом все прошло действительно хорошо, и я отлично провел время работы над этим обновлением. Реакция сообщества показала нам, что мы хорошо поработали с этим проектом, особенно с обновлением интерьера, рассказывает Энди. Что больше всего понравилось Энди во время работы над этим проектом? Для меня это определенно было моделирование нового стального бампера и новой решетки радиатора S13. Они были довольно сложной задачей, но я действительно люблю моделировать такие сложные изогнутые формы. Работать над обновлением интерьера, безусловно, было очень весело, поскольку я смог использовать Substance для создания новых плиточных текстур, и в целом это был действительно приятный опыт. Наблюдать за тем, как интерьер со временем менялся на то, что сейчас было чистой радостью, говорит он. С другой стороны, самой сложной частью была интеграция всего в движок, особенно на таком грузовике, как этот, который был в игре несколько лет. Мне приходилось быть предельно осторожным с тем, что я менял, иначе мы могли нарушить сохраненную игру игрока. Каждое изменение существующих деталей требовало дополнительной работы по созданию исправлений для сохранения. Была проблема с логикой дефлектора кабины, которую я изменил, и решил ее оказалось слишком проблематичным, поэтому ее пришлось отменить. Это неизбежные вещи при разработке игр, и правильно ориентироваться в них всегда непросто, говорит Энди.
Энди большой поклонник обновления внешнего вида Intel LT, поэтому этот проект действительно был создан для него. Мне нравится гладкий и спортивный внешний вид LT. Моя любимая конфигурация кабина Skyris с решеткой радиатора S13, украшенного S13 цвет бамперов, украшенным боковым юбками с новыми вырезами, новой удлинительной крышей, и все это окрашено в яркий желтый цвет, сказал он нам. Мы хотим поблагодарить наших друзей из Intel Trucks, которые представили нам все справочные данные, и мы надеемся, что вам пока понравилось ездить на этих обновленных грузовиках. Если вы их любите, убедитесь в том, что поделились несколькими скриншотами с нами на наших социальных медиа, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук и ТикТок. Мы действительно хотим видеть тех. Мы рады сообщить, что в Scania Trax присоединится к нашей линейке электромобилей в Eurotrack Simulator 2 с электромобилей Scania 40S и 45S Beta, на котором теперь можно ездить в разделе Quick Jobs в игре. Готовы к новой энергии? Давайте поближе познакомимся с этими новыми дополнениями. Ссылочка на данный видеоролик расположен в правом верхнем углу экрана. Модели Scania 40S и 45S представляют ETS-2, созданы на базе Scania серии S с шасси 4х2 и оснащены 6-ступенчатой коробкой передач в сочетании с тремя электронными двигателями постоянной мощностью 400-450 кВт, 540-110 лошадиных сил. Благодаря аккумулятору и емкостью 24 кВт-час он может преодолевать расстояние до 520 км за одну поездку, в зависимости от полной массы прицепа. В интерьере есть несколько специфических изменений для электрического варианта, наряду с обновлением интерьером, в котором встроены индикаторы слепых зон в передних стойках, электронных стоячих тормозов, а также внесены некоторые небольшие изменения в приборную панель водителя, представлен датчик освещения BEF. Мы также рады сообщить, что наша команда воссоздала специальную покраску, которая будет применяться к Scania S-BEV. Водители могут совершать автоперевозки и осуществлять доставки в ливерии Крамс с градиентом и синим и надписями 100% электрический и такие. И возьми на себя ответственность. Мы надеемся, что вам понравится это особенно уникальное дополнение к линейке электрических грузовиков Eurotrack Simulator 2. Мы с нетерпением ждем от отзывов нашего сообщества о бесшумности, ускорении, поведении, плавности и надеемся, что вам понравится испытывать новую энергию в игре. Как говорилось ранее, переход на электромобили создает уникальные проблемы в нашем виртуальном мире. Хотя наша команда продолжит усердно работать над поддержкой инфраструктуры электромобиля, и заправочные станции изначально предназначены для автомобилей, работающих на традиционном топливе, не могут легко стать станцией для зарядки электромобилей без серьезных модификаций. В настоящее время мы приступаем к экспериментальной фазе, делая первые шаги по электрификации внутри игры. Именно поэтому Scania 400S и 45S BEV, а также несколько других автомобилей запланированы на будущее, будет представлено в специальном режиме, будет доступно только через раздел Quick Jobs, а длина доставки ограничена 350 км. На случай, если в дорогу у вас закончится зарядка, мы внедрили услуги электронной экстренной подзарядки, которая может помочь вам за отдельную плату. Наш осторожный подход обеспечивает бесперебойную работу, поскольку мы постепенно интегрируем электромобили в наш виртуальный мир. Это обновление не приведет к сбросу внутриигровой экономики, поэтому для быстрой настройки новой электрической Scania в нашей игре может потребоваться некоторое время. Пожалуйста, наберитесь терпения и подождите немного в игре, если вы увидите быстро работу с этими новыми грузовиками прямо сейчас. Мы надеемся, что вам понравятся грузоперевозки на Scania S-BEV Eurotrack Simulator 2 и обязательно поделитесь фотографиями вашего первого путешествия с нами и Scania Trucks в Twitter, Instagram, Facebook. До следующего раза продолжайте ездить на грузовиках. Делиться с вами некоторыми новыми изображениями и информацией из нашего текущего проекта по переделке в Германии для Eurotrack Simulator 2, в частности из города Кассель. Как и ранее выделенные области в этой переделке, этот город полностью перестроен с нуля. Давайте посмотрим поближе, не так ли? Расположен на севере Германии, Кассель — город с богатой историей и культурным наследием. Команда Rewake воссоздала некоторые из наиболее известных исторических зданий, которые можно найти в окрестностях Касселя, включая музей, галерею и театр. Обязательно сфотографируйте их для своей галереи. Мы также создали дорожную сеть в соответствии с более реалистичными стандартами. Водители смогут передвигаться по Бундесфабану 7 через весь город с выездом на
251. Дальнобойщики также будет доступен новый второстепенный маршрут, с которого будет открываться вид на памятники Геркулесу, расположенный в Берг-парк Вильгельмсхэ. Конечно, у вас также будет возможность проехать по аллее Вильгельмсхер, которая является одной из самых важных улиц Касселя, соединяющих центр города с востока на запад. Обязательно смотрите из окна, чтобы полюбоваться видом на реку Фулда, одна из двух верховьих реки Визер. Водители, ищущие работу по контракту в этом районе, найдут множество крупных и малых предприятий, включая логистические центры, супермаркеты, заводы автомобильных запчастей. Мы также рекомендуем уточнить местоположение гаража в городе, особенно если вы хотите разместить свое производство в Касселе. Мы с нетерпением ждем возможности подробнее рассказать о проекте Германия Ревейк в ближайшем будущем. Надеемся, что вам понравится то, что вы здесь увидели. Если вы это сделали, обязательно сообщите нам об этом и на комментариях или на наших каналах в социальных сетях, так как наша команда будет рада услышать ваши мысли. До следующего раза продолжайте работать. Готовьте свои документы. Пограничный контроль здесь. В сегодняшнем блоге мы хотели бы показать вам некоторые пограничные переходы, с которыми вы столкнетесь на пути в Грецию, предстоящее расширение карты для Евротрак Смотр 2. Вы сможете попасть в Грецию через 6 пограничных переходов. Но сегодня мы покажем вам 3 из них, чтобы не испортить вам все сразу. Каковия, крупный пограничный переход между Грецией и Албанией, тщательно смоделирован в нашей игре, чтобы точно отражать его аналог в реальном мире. Множество мелких деталей разбросаны по всей территории, отражая истинную суть местоположения. Например, здание таможенного контроля, расположено в центре контрольно-пропускного пункта. Расположен на трассе Е65, пограничный переход Ники-Меджитиле, соединяет Грецию с Северной Македонией. Этот пункт пропуск также был изготовлен на заказ, чтобы полностью соответствовать своему реальному аналогу. Как вы можете видеть на скриншотах, исторически это была самая южная граница Югославии. Маказа Нимфаяй. Пограничный переход между Грецией и Болгарией. Этот горный перевал выделяется как одна из самых маленьких пограничных переходов в игре. Его длина составляет всего более 100 метров. Границы и ее окрестности также создаются на заказ. Имейте в виду, что над этим дополнением все еще ведется работа, но мы надеемся, что этот блок позволит взглянуть на наши текущие усилия. Если вы в восторге от этого дополнения, как карта, добавьте дополнение Греции в список пожеланий Steam. Не забывайте оставаться с нами и следить за всеми последними обновлениями в наших Twitter, Instagram, Facebook и TikTok. Ссылочка на Грецию расположена в описании данного видеоролика. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя была. С вами был, как всегда, я, Михаил Sunlapayk. Не забудьте действия, которые сейчас видите на экране, на лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.